Привет всем любителям честного железа. Знаете, я обожаю читать ваши комментарии. Там настоящая битва. Одни кричат, что Паджеро — это кроссовер с интегрированной рамой, другие, что Toyota уже не та, а третьи готовы идти в рукопашную, доказывая надежность УАЗа. Сегодня мы закончим эти споры. Мы разберем 5 главных технических мифов, на которых вы ловили меня и друг друга. И начнем с самого больного – Паджеро 4. Есть там рама или это маркетинг? Разберемся по винтикам. Поехали! Миф первый. Паджеро 4 – это просто большой кроссовер. Вот честно, если бы мне платили каждый раз, когда я это читаю в комментариях, я бы уже купил себе второй Паджеро. Для экспериментов. Под прошлым видео мне написали сотни раз: «Автор, какая рама? Там же несущий кузов». И вот тут начинается самое интересное. Давайте расставим точки над «и». Без эмоций, только инженерия. У Mitsubishi Pajero 4 не классическая рама, как у старых внедорожников, но и необычный паркетник с тонким кузовом. Это так называемая конструкция, монокок с интегрированной рамой, или по-простому frame in body. Что это значит? Если объяснять на пальцах, это когда рама не прикручена отдельно болтами снизу, а встроена прямо в кузов. Внутри силовой структуры идут усиленные лонжероны и поперечины, которые работают как полноценная рама. И это не какая-то маркетинговая сказка. Такая схема появилась у Паджеро еще в начале 2000-х и стала настоящим переворотом в классе внедорожников. Теперь главный вопрос: что это дает? Первое – жесткость. У Паджеро кузов с интегрированной рамой значительно жестче на кручение, чем классическая лестничная рама. По некоторым данным, прирост жесткости доходил до 3 раз по сравнению со старыми рамными конструкциями. А высокая жесткость – это не цифры ради цифр. Эта машина меньше играет на кочках, лучше держит геометрию подвески и, самое главное, ведет себя стабильнее на скорости. Именно поэтому Паджеро едет по трассе не как грузовик, а как нормальный легковой автомобиль. Второе – комфорт. Классическая рама – это, конечно, круто, но у нее есть минус. Кузов живет своей жизнью, рама своей. А здесь все единое целое. За счет этого уменьшаются вибрации, скрипы и вся вот эта джиперская романтика. И третье – безопасность. Интегрированная конструкция лучше распределяет нагрузку при ударах и скручиваниях, потому что работает как единый силовой каркас. Теперь давай честно, без фанатизма. Минусы тоже есть. Ты не можешь сделать классический бодилифт, потому что кузов и рама – это одно целое. То есть поднять кузов на 10 сантиметров, как на Patrol, не получится. Максимум лифт подвески. И вот тут фанаты настоящей рамы обычно радуются и говорят: ну все, значит это не внедорожник. Но не спешите, потому что Паджеро создавался не для того, чтобы стоять на 38 колесах и лазить по болотам раз в год. Он создавался как универсальный внедорожник, чтобы ехать по трассе 120 без усталости, не разваливаться на грейдере и при этом спокойно заехать туда, куда кроссоверы даже не сунутся. И вот теперь главный момент, который многие упускают. Почему это важно, особенно если тебе не 20? Потому что Паджеро — это компромисс, но в хорошем смысле. Ты получаешь комфорт на асфальте, управляемость близкую к легковым, и при этом реальную внедорожную базу, без ощущения, что ты едешь на тракторе. И финальный удар по мифу. Называть Паджеро 4 просто кроссовером — это примерно как назвать швейцарский нож просто ножом. Формально да, по факту совсем другой уровень. Вывод. У Паджеро нет классической рамы, но у него есть инженерно более сложная и жесткая конструкция, которая дает баланс между комфортом и проходимостью. И именно поэтому он до сих пор вызывает столько споров, потому что он где-то посередине, а люди не любят середину, они любят крайности. Второй миф. Раньше делали миллионники, а сейчас одноразовый пластик. И вот здесь начинается настоящая ностальгия. Все хотят легенду, все мечтают о старом добром дизеле вроде Toyota 1HZ или Nissan TD42. Простые, атмосферные, вечные. И да, эти моторы действительно могли ходить по 500, 700, иногда и больше тысяч километров. Но давайте честно, на дворе 2026 год. Найти живой миллионник – это как встретить мамонта. Те, что остались, уже прошли через 3 круга перекупов, 5 владельцев и 1, а то и 2 капиталки на коленке. И вот тут начинается реальность. Капитальный ремонт того же 1HZ сегодня – это дорогие оригинальные запчасти, куча неоригинала сомнительного качества и мастера, которых можно пересчитать по пальцам. А если ошибешься, получишь не вечный мотор, а вечную проблему. Теперь давай посмотрим на другую сторону – современные двигатели. Например, турбо-четверки вроде тех, что ставят на Tank 300. Да, звучит страшно – турбина, экология, куча датчиков.
И тут рождается ярлык «пылесос». Но вот факт, который многим не нравится. Современный двухлитровый турбомотор при нормальном обслуживании спокойно ходит от 200 до 250 тысяч километров без серьезных вмешательств. И это не теория, это практика последних лет. Более того, он мощнее, экономичнее и банально быстрее, чем старые атмосферные дизели. Так в чем тогда проблема? Проблема в ожиданиях. Раньше мотор делали с запасом под плохое топливо, плохое масло и абы как ездить. Сегодня мотор делают под экологию, эффективность и расчетный срок службы. Не миллион, а те самые от 200 до 300 тысяч. Но давай честно, ты реально собираешься ездить на одной машине? Миф третий. Китаец развалится через год. И вот здесь начинается самое интересное, потому что мы все привыкли доверять шильдику. Видишь Toyota Land Cruiser, значит на века. Видишь что-то новое, сразу сомнения, скепсис и десяток историй у знакомого было, все сломалось. Но давай посмотрим без эмоций. Возьмем Tank 300. Рамная конструкция, причем рама реально мощная, по ряду параметров она не уступает, а местами даже выглядит массивнее, чем у Toyota Land Cruiser Prado 150. Блокировки уже с завода и не одна. Нормальный свет, который не хочется менять первый же месяц. Электроника, которая помогает, а не мешает. И гарантия, которой у 20-летнего крузака уже давно нет и не будет. Теперь честно. Да, у китайцев нет истории в 40 лет. Нет той самой легенды, которую передают из уст в уста. Они не про переживет 3 поколения и не про миллион без вскрытия. Но вопрос, а тебе это вообще нужно? Или это просто красивая идея, за которую приходится платить комфортом и временем? Если ты покупаешь машину не в наследство внукам, а чтобы ездить на работу, по трассе, в отпуск и иногда в лес по выходным, то современный внедорожник начинает выглядеть логичнее. Потому что он комфортнее в повседневной жизни, быстрее на трассе, тише внутри и уже готов к бездорожью прямо из салона. И вот здесь я задам вопрос, от которого обычно загораются комментарии. Ты бы пересел с 20-летнего крузака на новый танк? Только честно, без ностальгии. И теперь главный вывод всего выпуска. Не верьте шильдикам. Верьте конструкции, характеристикам и реальному состоянию металла. Потому что легенда на капоте не чинит раму, не охлаждает мотор и не продлевает ресурс двигателя. Сегодня мы разобрали только верхушку айсберга, и дальше будет только интереснее. Что разберем следующим? Вечную подвеску G-класс? Или почему УАЗ Patriot иногда гниет быстрее, чем вы доезжаете до бездорожья? Пишите в комментариях, самый залайканный вариант станет следующим выпуском. До встречи в грязи.